Друзья, всем огромный привет! Всем привет! Мы сегодня с Катей находимся на сборе иван-чая, запасаемся чаем на зиму, будем его ферментировать. Иван-чай собирают до полудня, после того, как сошла роса, но до наступления сильной жары, либо уже вечером, после 5 часов примерно, и до появления первой росы. Сырой иван-чай нельзя собирать. Сейчас мы его собираем вот в такие мешки. Тут у нас еще ходит кабан, мешает нам, дергает нас за мешки. Взяли его прогуляться с собой. Потом принесем иван-чай домой, разложим на доски, и он должен у нас будет подвялиться. В общем, весь процесс мы вам покажем сегодня. Ну как сегодня? Это у нас затянется на несколько дней. Ферментация занимает определенный период времени. И способы есть разные. Мы с вами поделимся таким достаточно простым. Я бы сказал, что это дедовский метод заготовки иван-чая, потому что он не требует каких-то так скажем, сложного оборудования, которого не было раньше. Например, морозильных камер, морозилок, вот этих мясорубок и всего прочего. То есть нам понадобятся доски, нам понадобится нож и нам понадобится пресс. В общем, все это вы увидите. Вот и бурундук, друзья. Наконец-то нам удалось его заснять. Сидит, смотрит на нас на дереве. Сидит прямо у дома Нины Петровны. Вон, на ветке. Увидели мы его изначально вот здесь на скамейке. Сидел. Смотрим, что-то зашуршало. Ага, бурундук побежал. Вот здесь вот на скамейке мы только что увидели бурундука. Здесь вот малина растет. И здесь, посмотрите, он ел малину. Уже такие засохшие крошки лежат. Вот здесь вот. Здесь сверху еще растет черемуха. Уже черная. У нас оставалось немножко орешков. Мы ему принесли. Здесь оставим. Раз он сюда приходит постоянно. Вот, оставим ему несколько орешков, чтобы полакомился. Я думаю, он до них доберется. Я ему сейчас хотел с руки их дать покормить. Но он такой вроде как бы и хочет, и хочется, и колется. Он подошел, так посмотрел, и потом сиганул куда-то в кусты здесь. Тут большие такие заросли. Так что орешки оставим, потом проверим, придет он за ними, нет. Унесет он их. Но малину он здесь ест. Вот это вот все сухие вот эти вот крошки. Накидал он. Он любит ягоды, всякие грибы, орехи, его лакомства.
Пошли мы, значит, с Катей проверить, забрал ли бурундук орехи. Выходим, смотрим, он бежит по забору с орехом. И побежал прямо в скворечник. Залез и сейчас сидит сверху, смотрит на нас. Видимо, он в нем живет. Один орех забрал уже. И вот в таком виде листья иван-чая мы оставляем до завтра в темном сухом месте. Сейчас начинается первый этап, этап вяления листьев. В процессе их нужно немножко переворачивать. Вот так вот немножко всколыхнули и оставили. Листья будут вялиться. Сейчас вот смотрим рамки 2-3. Вначале печатать, видишь, маленько. Угу. Допечатывают уже. Дня 3 подождем, пойдем. Здесь мало пчел, и придется в одно время, наверное, вначале таскать, но это мало здесь пчел-то, мало рабочих-то пчел. А здесь вообще тут пусто, ничего нет. Ну вот если, ну-ка серединку взглянем. Здесь, мне кажется, улетели пчелы-то, Никита.
хоть мы их садили, они, наверное, повторно, но вот вначале здесь не больше одного магазина мы возьмем. Листья иван-чая у нас подвялились. Именно подвялились, а не подсохли. Времени у нас прошло чуть меньше суток с момента сбора. И по ощущениям, когда их набираешь в руку, кажется, что вот если их сильно сожмешь, то из них пойдет сок. Вот такие они должны быть. Сейчас берем несколько листочков и скатываем их в колбаску. Прям вот так вот катаем посильнее. Получается вот такая колбаска. После катания листочки начали отдавать сок. Теперь мы их нарезаем. И убираем в кастрюльку.
Еще бы хотела говорить один очень важный момент. Когда мы катаем вот такие колбаски, это нужно для того, чтобы листья уже начали давать сок, чтобы они могли нормально ферментироваться. И чем больше вы листьев берете за раз, тем их нужно сильнее катать, чтобы те листья, которые находятся в середине, они тоже проминались, прокатывались и начали давать сок. Если взяли листочков побольше, значит катаем подольше и посильнее. Если поменьше, то можно сильно не катать. Раскатали и потом уже нарезаем. Так, ну что, друзья, с переработкой листьев я закончил. Получилось у меня пол кастрюли нарезанных листьев иван-чая. Они дали уже первый сок и пахнут очень вкусно. Сейчас нужно будет убирать их под пресс. И здесь самое интересное, насколько убирать их под пресс. Есть 3 степени ферментации иван-чая. Первая, если я не ошибаюсь, она идет от 3 до 6 часов. Получается такой слабенький чай с фруктовым привкусом. Дальше идет средняя, это от 6 до 20 часов. И сильная, по-моему, от 20 до 36 часов. Я делаю среднюю. Сейчас оставим с вечера в прохладном месте под прессом. И завтра, где-то до обеда, мы его уже уберем. Нужно будет его сушить. Значит, в качестве пресса я буду использовать вот такую тарелку. У нас в хозяйстве имеется, она как раз подходит по размеру. И на нее я буду ставить ведро с водой. Аккуратненько ставим. Вот так вот выглядит вся эта конструкция. И нужно оставить в темном, прохладном месте, чтобы шла ферментация иван-чая. Делаем запасы на зиму. Эту клубнику мы заморозим. Решили в этом году
не делать много варенья, а заморозить ягоду. Так она будет полезнее. Иди сюда. Иди сюда, давай. Мань, 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 мань. Пошли, Дариса. Ну-ка, хватит кашу есть. Пойдем. На, на. Все, убирай. Все, пойдем, на. На. Пошли, давай. Манюшка, Манюшечка.
Мы сегодня с Катей переделали опять кучу полезной работы. И с чаем поработали, и ягод позаготавливали. Катя сшила новые занавески на окна. Посмотрите теперь, какая у нас красота. Прошлые занавески, которые здесь висели, она их перестирала, перегладила. И мы их тоже повесили. Значит, вот здесь вот у нас висит. И те занавески мы повесили во вторую комнату, где у нас летняя кухня. Стало намного уютнее. Эти два окна мы решили не закрывать, чтобы нам здесь светило вечернее солнышко. А окна, которые идут на дорогу, мы их занавесили. И еще я здесь развесил веники. Теперь они у нас будут здесь храниться. Аромат от них стоит просто непередаваемый. Теперь в кухне пахнет баней. Запах очень приятный. Вот такая у нас сегодня была работа. А завтра работы будет еще больше. Завтра продолжим заниматься чаем. Нам нужно будет немножко подтопить русскую печь. И в русской печи мы будем сушить иван-чай. Поднять там температуру надо будет до 50 градусов. И сушить чай мы будем на протяжении 2 часов примерно. То есть как он по готовности высохнет, все, мы его оттуда достанем. Потому что в духовке сушить очень долго. Она у нас небольшая. И там маленькую партию поставил на 2 часа. Потом снова и снова. А здесь у нас, возможно, получится за раз поставить весь иван-чай, который у нас есть. То есть за раз его высушить. То есть справиться за 2 часа. И потом уже будем пить свеженький чай. Друзья, давайте будем убирать наш чай из-под пресса. Простоял он под прессом порядка 20 часов. Снимаем ведро. Утром я один раз убирал пресс, чтобы вот листья, которые здесь были с боков, не под прессом, я их сгреб в середину, чтобы они тоже полежали немножко под весом, под тяжестью. Вот такой чай у нас получился. Он такого темно-зеленого цвета, и когда мы только убирали его под пресс, у него был очень такой насыщенный, приятный аромат. Сейчас этот аромат пропал. Утром его уже не было. И по сути, как только этот аромат исчезает, можно уже убирать его из-под пресса. Но мы еще немножко его подержали до обеда. И сейчас убираем. Подготовили противни. Будем выкладывать все эти листья на противень и ставить в печку. Ну вот сейчас я его перемешал. Появился такой фруктовый аромат. Мне кажется, больше таким, как персиковым, да? Пахнет. Что-то вот такое, такие нотки персика. Вот 20 часов он у нас был под прессом.
выкладываем на противни не тонким слоем, выкладываем побольше, чтобы у нас все вошло. Постараемся за раз все разместить. И в процессе просто будем регулярно чай перемешивать. Но аромат стоит, друзья, я вот просто не могу оторваться. Запах, и чем дольше нюхаешь его, тем он насыщеннее стает. Кстати, чая получилось очень много, и это вот, ну, заготовили быстро. А этого хватит нам, наверное, на несколько лет, если пить каждый день. Точно. Так, тут еще попадаются немножко всякие палочки, цветочки. Их убираем в процессе. То есть пособирали, собирается иван-чай очень быстро. Если вот так вот по стеблю проводить, листья собирать вот таким способом, очень быстро. Потом они немножко подвялились. Способов приготовления иван-чая, вот именно ферментации вот этого, их очень много. Все пользуются вот прям разными способами. Там и с морозилками, с мясорубками, всяко там. Кто-то дольше по времени его вялит, ферментирует, кто-то меньше. В общем, все экспериментируют, все делают по-разному. У нас вот такой способ. Так, я думаю, здесь хватит. Даже, наверное, немножко многовато получилось. Ну ничего, в печке жар хороший, я там угли выгреб. Нам еще нужно будет немножко подождать, пока температура там выровняется, где-то вот в районе 50 градусов. И только потом мы его поставим. Так, эти противни я загрузил. Сейчас будем брать новые. Из печи я выгреб все угли, убрал золу и положил туда березовые поленья, чтобы наши противни с чаем лежали не на горячих кирпичах, а на поленьях, иначе чай снизу может поджариться. Некоторые, кстати, чай жарят на плитке в сковородке, но при этом его постоянно помешивают. У нас здесь помешивать постоянно не получится, поэтому делаем на поленья. Конечно же, весь чай у нас в печку не вошел, она у нас небольшая, поэтому последний противень я поставил сверху на другие противни, а вот этот чай в сковородочке поставил на кирпичи, сюда поближе. Здесь кирпичи не такие прогретые, и будем помешивать его почаще. К нам в гости пришел бурундук сегодня. Бегает у нас по забору. Шустрик. Некоторые зрители нам пишут: ребята, как вы здесь живете, у вас здесь скучно. У нас здесь не скучно, у нас здесь бурундуки бегают под окнами. Можно сказать, уже ручные. Я сейчас, получается, здесь сидел у окна и смотрю, что-то шевелится в кустах. Думал, птичка какая-то прилетела, присмотрелся, смотрю, бурундук. А там у Кати цветы растут красные. Зорька. Зорька. И он, получается, как раз на них так вот лапами как уперся, и не знаю, там он нюхал их, ел, Мне кажется, жевал. он их ел. В общем, я сразу же за камерой, раз, и его давай снимать. А он в это время побежал вдоль по забору в ту сторону. Я, получается, его как раз начал снимать, он остановился, меня увидел, посмотрел пару секунд и побежал дальше. Он у нас тут по всем окрестностям бегает, так вот по забору и туда, вот до конца, где черемуха у нас, где мы копну поставили. А живет он в скворечнике. У Кати там еще цветы должны были распуститься, такой бутончик. Да. Мы пришли, вот когда он должен был на следующий день уже там, ну то есть со дня на день, все смотрим, а он погрызенный весь, съеденный Да, лежит. все бутоны. Это, наверное, он и съел. Потому что они любят такое. Мы сначала на собак подумали, что собаки их пожевали.
Но сейчас-то понимаем, что это скорее всего был бурундук. Мы сейчас с Катей хотим здесь вот прямо под окном организовать такую небольшую кормушку, ну, сделать такую площадочку и на нее выкладывать там орешки, семечки, какие-нибудь крупы, фрукты, овощи. Бурундуки, они такие всеядные зверьки. И они, кстати, достаточно ручные. То есть они человека боятся не сильно. Конечно, они его опасаются, на руки не идут, но они не избегают его. То есть вот он увидел, спокойно остановился, посмотрел и дальше побежал по своим делам. Такой чудной, да? Ну, за ними интересно наблюдать. У них такой хвостик, он, ну, если сравнивать с белкой, он такой маленький, лысоватый. Сам зверек полосатый, но очень красивый, интересный. То есть вот подкормим его здесь. А живет он по соседству у нас, в своем домике, в скворечнике. Смешной такой. Ну, Да, за у нас ними здесь интересно вообще наблюдать. не скучно, у нас здесь зимой совы полярные летают. Прям к дому тоже подлетают, здесь сидят, смотрят, так такие красивые глазища, желтые. Здесь для зверьков раздолье, для То птиц. выйдешь к реке, смотришь, а на том берегу косуля. Помнишь, как-то мы сплавлялись тоже? И Вот косуля бывает. прямо вышла и водичку пила. Тут вот, где мы реку переплываем, получается, там просека есть, все в следах истоптано. То есть лось, косуля выходит. И мы один раз сплавлялись, уже подплывали, получается, сюда к вечеру. Все, ну, плывем тихонечко. И она стоит на водопое, пьет. И мы тут выплываем. На нас увидела, сиганула. Такая красавица. То Так зайцы что, прибегут, здесь прыгают. Так То что у нас лиса. здесь вообще не скучно. У нас целый зоопарк из зверей вольных. Вот сейчас вот бурундучок появился. Достали чай первый раз, перемешать его. Чай сохнет хорошо. Ну вот температура примерно около 50 градусов. Заслонку я не закрываю полностью. Чуть-чуть ее оставил приоткрытой, чтобы вот эта влага выходила из печки. Вот верхний чай, он такой уже чувствуется, некоторые листочки сухие, некоторые еще влажные. Это противни, которые стоят ближе к заслонке. А это противни, которые у нас стояли дальше в печи. Там температура побольше. Но здесь и чая у нас побольше на этих противнях. Здесь и бортики повыше, позволяют наложить побольше чая. Так. Ну, листочки влажные. Сверху такие более-менее сухие уже. Снизу еще влажненькие. Угу. Сейчас их перемешаем и ставим обратно. Значит, температура там подходящая. Часто можно не проверять. Можно смело оставлять. Не бояться, что чай у нас там сгорит. Ну что, друзья, давайте заварим нашего ароматного чаю, который мы приготовили сами. Снимем пробу, так сказать, какой он получился в этом году. Так, убираем в сторонку. Ставим сверху на самовар. Чай у нас заварился, разливаем по стаканам. Получился такого желтого насыщенного цвета.
как мед. Запах очень приятный. Ну мы вот хоть и подержали его под прессом, почти 20 часов у нас получилось, но он не такой крепкий. То есть он больше как зеленый такой травяной чай с привкусом фруктовым. То есть у иван-чая присутствует вкус персика. Такое вот послевкусие есть. Оно такое легкое, и в запахе оно тоже присутствует. Ну, мне, кстати, чуть-чуть показалось, что есть кислиночка. Прям в самом конце. Ну да, есть что-то такое. В общем, такая гамма разных вкусов. Но очень вкусно получилось. То есть вот те силы, которые вкладываются в заготовку иван-чая, они того стоят. Это очень вкусный чай. И иван-чай, он еще, кстати, обладает таким свойством. Его вот если попробовал, то хочется пить и пить и пить и пить. Он как затягивает. Сделал глоточек, еще глоток, еще глоток, еще глоток. И так можно стакан за стаканом. Хороший получился А чай. пить его, кстати, можно хоть сколько влезет, как говорится. Сейчас можно добавить меда для сладости. Так сразу расслабляешься. Особенно, когда посиделки проходят в саду. Сейчас уже ни комаров, ни мошек. Они потихоньку отходят. Ну, конечно, вечером, там, после какой-то такой пасмурной погоды, они все-таки есть, и немало их. Но вот так вот сидишь. Жара постояла все равно. Да и лето уже подходит, можно сказать, к концу. Последняя стадия лета осталась. Быстро оно пролетело в этом году, потому что еще июнь холодный был. Курточки сняли не так давно. Ну ладно, хотя бы жара к нам пришла. Да, Это очень хорошо, что радует. жара постояла. Покупались, выстирались. Собакам хорошо, они накупались. Вот, кстати, мед добавили. Стал больше присутствовать вкус вот этого персика. Персиковый вкус. Он в иван-чае и так присутствует. То есть это вот пробуешь, и он такой, как послевкусие персиковое. Подсластили медом, еще больше стало вот этот послевкусие такое. Здесь одни цветы. Мед цветов. Иван-чай. И тоже цветы. Очень вкусно получилось. Сейчас запаслись чаем на всю зиму. То есть, чтобы себя обеспечить хорошим запасом чая, чтобы можно было пить каждый день его, ну, надо 3 дня. И то, первый день мы собирали это буквально пару часов. Второй день перерабатывали, я там один справился тоже. Ну, недолго. Ну, где-то часа полтора. Ну и вот посушить это подольше. Если у вас где-то вы живете, там может в квартире или в своем доме, у вас просто духовка. Но если большая, то хорошо. У нас вот получилось там 4 противня больших. Одни-то у нас вот эти с высокими бортиками. И еще плюс сковородка. То есть там придется, ну, полдня убить, это точно.